10 июня 2015 года Палата представителей США, Нижняя палата Конгресса, приняла поправку конгрессмена Джона Коньерса. Данная поправка предлагает законодательно заблокировать поставку Украине переносных зенитно-ракетных комплексов и помощь со стороны США в подготовке бойцов полка «Азов». 86-летний Коньерс называет полк отвратительным неонацистским батальоном. Конгрессмен ссылается на статью, напечатанную в журнале Foreign Policy от 30 августа 2014 года. Название статьи «Подготовка к войне с фашистскими защитниками украинской свободы». Автор этой публикации – независимый журналист Алек Лун. Вот небольшая цитата из этой статьи. На переднем фронте борьбы с новым наступлением на востоке Украины батальон «Азов» готов к бою с Россией. Но они борются никак не за Европу. Сине-желтые украинские флаги взлетают над сгоревшим зданием городской администрации Мариуполя и на военных блокпостах по всему городу. Но в спортивной школе возле огромного металлургического завода еще один символ, также известный как Вольфсангель, символ, который широко использовался в Третьем рейхе и был принят неонацистскими группами. На самом деле этот символ происходит от средневекового способа ловли волков. Железные крюки соответствующей формы были найдены в 2009 году. Первоначально этот знак был языческим символом, который применялся для защиты от оборотней, а позже стал использоваться в геральдике, где обозначал волчью яму. В 15 веке стал эмблемой крестьянского восстания и считался символом свободы и независимости. Кроме того, Вольфсангель наносился на приграничные межевые камни в качестве гербового или защитного знака от сил зла для защиты собственности. Но дело не столько в эмблеме, сколько в заказном характере статьи Алека Луна, который откровенно клевещет на защитников Украины. При том, что вторжение российских войск на территорию Донбасса в августе 2014 года было доказано не раз, журналист, на чье мнение ссылается американский конгрессмен Коньерс, вторит кремлевской пропаганде. После того, как сепаратистские войска и артиллерия напали с соседней российской границы и взяли соседний город Новоазовск, этот откровенно неонацистский блок вдруг вызвал себя защищать город от того, что украинский президент Петр Порошенко назвал вторжением России. Пророссийские силы заявили, что они борются против украинских националистов и фашистов в конфликте, и в случае Азова и других батальонов эти претензии по существу верны. Факт предвзятого отношения Луна к полку Азов нашел свое подтверждение во время прямого включения в эфире телеканала «Дождь» в конце февраля 2015 года. Лун подчеркивает, что именно батальон Азов, являющийся на тот момент полком, отвергает возможность перемирия, и его представители воюют не с пророссийскими боевиками и солдатами российской армии, а с ополченцами. Как вы считаете, говорить о том, что слово «перемирие» вообще еще уместно? Нет, конечно, ни в дебате это неуместно, а ни в Мариуполе, где нынешняя ситуация не устраивает батальон Азов, который продолжает воевать с ополченцами в село Широкино. Азов уже более года героически защищает Мариуполь и южную часть фронта от посягательства оккупантов. После январского обстрела российскими боевиками жилых кварталов Мариуполя бойцы Азова первыми пришли на помощь пострадавшим. Позже они отодвинули линию фронта на границу Широкино, обезопасив тем самым от подобных варварских атак многотысячный портовый город. При этом ни разу ни один из представителей Азова не высказывал нацистских лозунгов и не заявлял о превосходстве белой расы или какой-либо национальности над другой. На самом деле в полку Азов
огромное количество ребят совершенно различных национальностей и даже различных вероисповеданий, по большому счету. Но все эти ребята в первую очередь являются украинскими патриотами и украинскими националистами. И разницы между ними по национальному, либо религиозному, либо по какому-то другому принципу никогда не было и нет. Поправки, внесенные Нижней палатой Конгресса США, не вступают в силу до принятия Сенатом и без последующей подписи президента. Но уже сейчас подобные законодательные инициативы бросают тень на все добровольческое движение в Украине. Признание полка Азов неонацистским перечеркнет возможность сотрудничества с международными компаниями и иностранными государственными ведомствами. В результате возникает парадоксальная ситуация, когда американский Конгресс своими же руками поддерживает российскую агрессию против Украины. Плоды таких действий уже пожинают кремлевские пропагандисты и МИД РФ, которые рассыпаются в дифирамбах в адрес тех, кто называет азовцев неонацистами. Удивительно и несколько досадно, что наши западные американские союзники пользуются риторикой, которая фактически навязана нашим же врагом. Весь этот дуализм ополчения антифашисты, хунта, неонацисты, это, как мы знаем прекрасно, продукт киселевской пропаганды. Сейчас он перенесен некими, может быть, не очень добросовестными людьми в американский Конгресс. Это вызывает, безусловно, недоумение и некую досаду и у меня, и у ребят. На самом деле, кто есть кто, по-моему, понимает любой честный человек в этом мире и здравый человек в этом мире. Существует риск, что поправка будет использована для давления на Украину с целью расформирования полка Азов. Но оценку действиям настоящих патриотов и защитников Украины должны давать не продажные псевдожурналисты и конгрессмены, ни разу не посещавшие Украину, а те, кто обязан воинам Азова жизнью и мирным небом над головой. В первую очередь мы солдаты, но большинство из нас, конечно, парней идеологически ориентированы. Их объединяет то, что они воюют за Родину, и оценку им дают не по этническому происхождению, а по тому, как они выполняют свой долг перед Родиной и своими соратниками.